Всем привет! Сегодня на канале Mazes Knitting вяжем пинетки для самых маленьких от 0 до 3 месяцев. А также, если ваш малыш подрос, в ходе вязания мы расскажем, как связать пинетки на размер побольше от 3 до 6 месяцев. С вязанием справится любой, даже тот, кто совсем не умеет вязать. Все, что нам понадобится, это моток пряжи с готовыми петельками Alize Puffy Fine, а также не очень тонкий крючок среднего размера. У нас это 5,5 мм. В начале вязания крайнюю петельку на нити разрезаем, а вторую распускаем, потянув за ниточку. Оставляем свободный конец нити, он нам понадобится для формирования хвостика мышки. Теперь, продевая одну петельку в другую, провязываем 7 петель, а для размера побольше 8. Формируем косичку. Довязали косичку, пересчитаем петельки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И для большего размера у вас должно быть 8 петель. В первую и седьмую петли, а для большего размера в первую и восьмую нам нужно набрать по 2 петли с рабочей нити, а в средние петельки с каждой стороны по одной петле. Одна петелька у нас уже есть. Набираем вторую петельку с рабочей нити. Теперь в средние петельки будем набирать петли с рабочей нити за крайние ребрышки. Для меньшего размера мы наберем 5 петель, а для большего 6. Дошли до первой петельки, и сюда мы набираем 2 петли с рабочей нити. Хвостик ниточки оставляем на обратной стороне вязания. Теперь симметрично предыдущим набираем петли с обратной стороны. Итак, всего мы набрали 14 петель для маленького размера и на 2 петли больше для большего размера. Теперь, начиная с первой петельки от рабочей нити, нам нужно все петли закрыть. Для этого продеваем одну петельку в другую. Движемся по кругу к последней петле.
Закрыли все петли. Хвостик у нас должен быть на обратной стороне вязания. И теперь с помощью крючка продеваем петельку за оба ребрышка первой петли и вытягиваем ее. Хорошенько вытягиваем петельку и продеваем ее в последнюю закрытую петлю. Закончили первый ряд подошвы. Пересчитаем закрытые петли. У нас должно получиться 14 петель для маленького размера и 16 для большего. Во втором ряду мы будем провязывать по 2 петли по краям пинетки, а в средние петли набирать по одной. Для этого вкладываем крючок в верхнее ребрышко первой петли и провязываем петлю с рабочей нити. Затем во второе ребрышко провязываем вторую петлю. Таким образом у нас прибавилось 2 петли. Теперь в средние петли мы будем добавлять по одной петле за верхнее ребрышко. Для маленького размера нам нужно провязать 6 петель, а для большего 7. Теперь повторяем прибавку из 2 петель. За оба ребрышка мы добавляем по одной петле с рабочей нити. Дальше нам осталось провязать по одной петле за каждую косичку. Для маленького размера это будет 6 петель, а для большего 7. В каждом ряду обязательно провязываем дополнительную петлю в последнюю петельку. В следующем ряду, начиная от рабочей нити, закрываем все петли. Начинаем с петли, которая осталась у нас после закрытия предыдущего ряда. Продеваем в нее следующую петлю. И так, продевая одну в другую, закрываем все петли по кругу. Закончили второй ряд. Пересчитаем все петли. У нас должно получиться 16 петель, а для большего размера 18. В третьем ряду продолжаем прибавлять петли по краям пинетки. Во все остальные провязываем по одной петле. В начале ряда у нас добавилась одна петля. Ее провязываем за крайнее ребрышко. В следующую делаем прибавки за одно ребрышко и за второе. Следующие 7 боковых петель, а для большего размера 8, провязываем по одной петле с рабочей нити. С другого края пинетки снова делаем прибавку из 2 петель. Провязываем сначала за одно, затем за другое ребрышко.
следующей косички набираем по одной петле с рабочей нити. Не забывайте про дополнительную петлю. Начиная от рабочей нити с петельки, которая осталась от закрытия предыдущего ряда, все петельки закрываем. Мы закрыли 18 петель, а для большего размера 20. Подошва пинетки готова. Для маленького размера она будет составлять 10 сантиметров, а для большего 12. Она получилась довольно эластичной. Вяжем первый ряд подъема. Для этого перекидываем к себе рабочую нить и продеваем петли за верхнее ребрышко снизу вверх. Для пинеток меньшего размера провязываем за каждую косичку 18 петель, а для пинеток большего 20. Не забывайте про дополнительную петельку в конце каждого ряда. Набрали все петли, рабочую нить перекидываем. И начиная с петли, которая осталась после закрытия предыдущего ряда, все петельки закрываем. Вяжем второй ряд подъема. Теперь петельки будем продевать за верхнее ребрышко каждой косички сверху вниз. В последнюю петельку всегда провязываем дополнительную петлю. Теперь, начиная с этой петли, от рабочей нити все петли закрываем.
Вот такая лодочка у нас получилась. Для большего размера еще раз наберите по кругу и закройте 20 петель. В следующем ряду формируем носочек и сокращаем петли. Для этого петлю с рабочей нити продеваем сначала в одну петлю, вытягиваем, и затем эту же петлю продеваем в следующую. Таким образом у нас сократилась одна петля. Аналогично делаем вторую и третью убавки. Петлю с рабочей нити продеваем в следующую, вытягиваем, и затем снова эту же петлю продеваем в следующую. Таким образом нам нужно сократить 3 петли, а для большего размера 4. Для пинеток большего размера нам нужно сократить по 2 первые 8 петель. После сокращения все остальные петли набираем как обычно, за каждое верхнее ребрышко по одной петле. В следующем ряду все петли закрываем. Закрыли петельки, у нас уже прорисовывается носочек пинетки. Пересчитаем петли. Для маленькой пинетки мы сократили 3 петли, и у нас осталось 15, а для большой мы сократили 4, и у нас осталось 16 петель. В следующем мастер-классе мы расскажем, как сформировать верх пинетки сразу на 2 размера, а также покажем, как красиво спрятать нить в конце вязания. Сделаем хвостик мышки, свяжем ушки и красиво оформим мордочку.